уставшие, но счастливые. Я вас всех люблю, благодарю. И я думаю, что мы действительно соберем олимпийский, правда? Да, мы соберем огромное количество людей. Мы самые лучшие. Всем спасибо. То камера разрядилась. Ну, я понимаю, что надо чуть-чуть продолжить заминочку, техническая пауза. Мне бы хотелось, Ромочек, понятно? Наталья Колесникова, дорогая наш наставник, дорогой наш. Я знаю, что у тебя сегодня большой праздник, и у тебя такая крутая обновка. Расскажи нам вот вместе. Расскажи. Давай расскажем вообще, как ты меня звала. Все помнишь, спрашивают, кто это был, когда, почему были ли сомнения. Сомнения были. Да, мы сегодня... Еще раз, друзья, добрый день всех. Добрый день. Невероятно приятно видеть вас. Уже 4-й день мы вместе, и видно по вашим сияющим глазам, сколько в вас энергии, любви, страсти. Можно перейти и сразу. она по-моему, все больше и больше, правда? А почему? Потому что действительно это бизнес, который мы делаем с сердцем. Это бизнес, который мы делаем с душой, с любовью, с сияющими глазами, с огромным действительно сердцем. И, конечно же, только в таком состоянии у нас что-то может получаться. А как все начиналось? Ты помнишь, как все начиналось? Первый закон сетевого маркетинга, который меня научили еще давно в одной компании 25 лет назад. Никогда не проходи мимо любого человека. Человек, идущий тебе на пути, это большая возможность. С Натальей мы не были в бизнесе как бы в одной структуре, параллельно до этого, но мы встретились в Турции, в Алании. И мы не прошли мимо друг друга. И одновременно мы познакомились, мы подружились, это было еще в 2012 году, мы начали общаться и поддерживать просто общение через интернет, через Дрыга и Наталья Колесникова. когда можно делиться какими-то новостями. То есть действительно, вот каждый человек, который встречается на вашем пути, и если он вам созвучен, если он вам откликается своими мыслями, своими взглядами, своими целями, какие он хочет, или они, возможно, будут совпадать с вашими, такой человек, он будет с вами, согласны? И поэтому, как говорит наш Майкл Хатчисон, мы ищем тех, кто ищет нас. Конечно, это золотые слова, и таких людей не нужно особо уговаривать. Ты просто им показываешь возможность, ты объясняешь, рассказываешь и говоришь от сердца и зовешь с собой. И все получается. Вот так же мы встретились с Романом. Это было в 2012 году. Появилось знакомство, общение, общие взгляды, общие интересы. Мы через года поддерживали это общение. И когда я узнала о... Пришло время нужное. Мы загадали, кстати, совместные желания, да, помнишь, в Турции, иметь недвижимость в этом действительно потрясающе красивом месте, в теплой стране, на берегу Средиземного моря. Другие компании столько не платят, как Incruises, поэтому облизнулись и поехали домой. Но именно там все-таки эта встреча состоялась, и вот благодаря вот таким вот как бы случайным встречам, хотя в жизни ничего случайного не бывает, рождается дальнейшее какое-то сотрудничество. И, конечно же, когда я узнала об Incruises, я позвонила Роману, поделиться. Я не спала несколько ночей. Ну, наверное, как и многие здесь, да, потому что мы действительно клуб не спящих. Помимо того, что мы клуб круизеров и клуб путешествующих по миру, мы еще и клуб не спящих. Мы действительно очень мало спим и много действуем. Нас объединяла большая любовь к путешествиям. Потому что лечить людей всю жизнь устаешь. Продавать страховые полисы, как я это делал 5 лет, и стал топовым менеджером крупной страховой компании. Тоже как-то, знаете, о смерти, о страховых рисках, состаритесь, у вас деньги будут. Да, может, уже в путешествие и не стоит ехать, ты уже старичок. Как мне один сказал, дедушка, он говорит, да я бы с удовольствием ездил на эти корабли. Но я не могу физически до них дойти. Да, это действительно не слишком впечатляет. То ли дело
А Дальше было, я Наташе предложил свое, она говорит, а у меня есть лучший. Я думаю, блин, начинают перетягивать канат. Ну, я позвонила и начала с восторженными глазами, не спавши там пару ночей, да, и рассказывать Рома, это просто невероятно, что-то просто вот восхитительное, сногсшибательное. Я нашла свою мечту. А я думаю, Рома, почему мы только поехали корабли, столько отелей, Да. столько Рома, красивых мест, я почему буду корабли? на корабле ездить только. Вы Это же думаете, у Романа не скучно. было Скучно. возражений? Это очень узко. Наташа меня не взяла сразу. Крепость не была сразу. Не сразу. Возражений было много. Да. Даже что мы дружили, общались. Подключила тяжелую артиллерию Ольгу Родниченко. И вот это... И приходят вдвоем. Смотрите, вот мы сейчас показываем прям в лицах практически, как правильно нужно делать, да, потому что когда вы говорите какому-то вашему потенциальному партнеру и рассказываете, очень важно третье лицо. Наставник закрывает зубы. Друзья, всегда используйте обязательно помощь своего наставника. Это очень-очень-очень важно. И я всегда восхищаюсь своим наставником и благодарю Ольгу Родниченко, Ирочку Оронец, которые так много сделали для всех нас. И, конечно же, без них не было. И вот они приходят и говорят, круизы, вот прям круизы тебя впечатляют. Не знаю. Я же на них не был. Ну, какие-то корабли, картинка красивая. Но ты же далеко от них. Это как Роман возник, Дрыга такие круизы, и где Наталья я живу Колесникова. в своей деревне, а вы хотите тут на какой-то корабль меня посадить, да? Ну, вот есть еще хороший маркетинг. Есть партнерская программа. 20% по одной ветке. Тогда было. Это первый маркетинг. Да, ну 20% в одной ветке, 5 веток выстроить. Работа тяжелая. Это очень много. Заплати $300, когда ты сидишь на пороховой бочке в Донецке, и завтра не знаешь, куда что упадет, и тебе нужно быстро сориентироваться и эвакуироваться, да? А тут $300, потом счетчик на $100 включается. А как я буду это платить? Производства закрываются, работы закрываются, все из Донецка убегают. $100, $100, $100. Каждый месяц $100. Заработал, не заработал, а $100 положи. Но что было важным, когда мы коснулись личности президента, что это за человек, рассказали о нем, а также о том, что Майкл сотрудничал и проработал с Тони Робинсом. Знаете, что Рома сказал? Вот с этого надо было начинать. То есть они дали большие весомые видение. ценности, Давайте, да, людям. на которые я уже клюнул. Еще рассказали, будет стимул круиз, и ты поедешь в круиз от компании. Да. Ну а дальше, конечно же, было много встреч. 3 компьютера не справляются. Вот это мы вышли. Это да. 2 монстра Вы вышли. какие молодцы все. Не, это не мы, это вы. На самом деле, это вы 4 дня в такой... это ведь труд. На самом деле мы отдаем столько энергии, мы как электростанции, да, все отдаем. Наташа еще меня научила чему? Что сегодня говорила Людмила. Используйте кабинет. Он настолько сегодня интерактивен, что не имея денег, не имея званий, вы просто показываете дистанционно через Skype наш бэк-офис, показываете круизную базу, показываете все, что у нас есть, это уже хорошее закрытие сделки. Друзья, на самом деле мы обладаем потрясающими ресурсами, уникальным продуктом, эксклюзивным предложением на рынке, множеством вариантов круизов, огромным количеством, багажом уже знаний, примеров, фактов, опыта, в мировом имени президента и инструменты мирового уровня, которые есть в ваших кабинетах. Поэтому мы в лучшем бизнесе,
больше Наташа, действий, еще больше один метод страсти. И можно? все. Нам уже Время, нам- один метод, Майкл, окей? Значит, вы знаете компанию популярную, которая начинала MLM-историю у нас, да, в наших странах. Не буду называть имя. И там был один метод. Собираешь все добавки в таблетницу, приходишь в ресторан, открываешь ее и случайно разбрасываешь. И когда люди, посетители, видят эти таблетки, с ними начинает какая-то трансформация. Кто-то либо жалеет тебя, либо интересуется. Вот этот есть метод у нас с вами. Научила меня этому методу Валентина Гуменюк. Есть такая в зале. Мы ехали как-то в автобусе, и Валя по телефону говорит: я уже пенсионер. Я поехала, уже еду в 5-й круиз. Мне так они нравятся. Я вышла из депрессии. Круизы — это супер, это прекрасно. И когда она положила трубку, девушка, сидящая рядом, говорит: вы только что говорили про круиз. Причем она это громко делала, на весь автобус. Привлекает вот, внимание. Да. И девушка, я думаю, мне стало как-то так не по себе, думаю, как-то нескромно ведет. Я от Вали подальше, я не с ней. И тут девушка тут же, как положила Валя трубку, говорит: а расскажите вот сейчас про круизы. И я сейчас на Средиземноморье плаваю, поедем в круизы, и туда поедем, и сюда. И люди, которые рядом плавают, они спрашивают: вот вы сейчас общались про круизы, говорили, расскажите нам. Поэтому больше говорите везде, что вы путешествуете в супер фешенебельных круизных путешествиях. Больше не хочу, друзья. Говорите это везде и громко. Поприветствуем нашего президента компании Майкла Тайчина. Майкл, я хотел сегодня сказать, что я узнал сегодня, что наш президент, еще раз узнал, что наш президент самый лучший президент. Thank you, Mike. Okay. Did you have a nice lunch? Did you get something to eat? Вы покушали чуть-чуть. Хороший у вас был обед. I got your love. I got your love. This is our meeting. Майкл сказал, что достаточно вашей любви. Okay. So listen, we only have 1 hour. 1 hour. This is my last hour with you, and I want to try and give you value, but I only have 1 hour with you, okay? And then I have to go, and I have to be at another place at 6 o'clock, but I have to leave here at 5 o'clock. So unfortunately, we have 1 hour together, okay? Мы, к сожалению, уже имеем 1 час, и этот 1 час, последний час, когда я с вами. И я хочу сегодня. И я хотела бы хорошо, чтобы мы провели это время, потому что через 1 час мы уже закончим сегодняшний форум. Michael, we are with you forever, not only once hour. Okay, so what I'd like to do is I'd like to put myself in your place and think about, do you get objections? Do people ever ask you questions? And do they object to the offer? So I'd like to give you some suggestions of what to say and how to say it when somebody says something about the cruise's opportunity, okay? Вы знаете, я хочу сегодня поговорить с вами о возражениях, потому что я ставлю часто себя на ваше место. Поэтому я хочу вам дать несколько советов, что делать в этом случае. Okay? So probably one objection that you hear is somebody will say that this is a pyramid. In cruises is a pyramid, right? Как вы знаете, очень у нас популярный ответ, что Cruises — это пирамида. Да? Правда? How do you answer this? Как вы отвечаете на этот вопрос? This is the way I want you to answer it. I want you to say the exact words that I say.
Пожалуйста, я хочу, чтобы вы мне сказали точно, как на это отвечать. I want you to say that a pyramid is illegal. As soon as they say this, I want you to just ask them the question, you know that a pyramid is illegal, right? You know this. It's illegal. И когда вам задают такой вопрос, то я хотела бы, чтобы вы отвечали, что вы знаете, что пирамида – это нелегальная компания. And so when somebody says that your business is a pyramid, what they're saying is your business is illegal. And so I just simply want you to say, you know that a pyramid is illegal, right? You know this. И вы так и говорите, а когда вам говорят, ну это же пирамида, ты скажи, но ты же знаешь, что пирамида – это нелегальная, правда? And then the next question that I want you to ask is this question. Do you know why? Do you know why a pyramid is illegal? Do you know why? Второй вопрос, который я хотела бы вас спросить, а вы знаете, почему пирамида – это нелегальная компания? So when you ask that question, then you answer it. You answer the question. The reason that a pyramid is illegal is because people get hurt. In a pyramid, people get hurt. That's why it's illegal. You have to have this exact conversation. First of all, you say, do you realize that a pyramid is illegal? You know this, right? And then you just wait for them to answer. И, конечно, вы знаете ответ на этот вопрос, почему пирамида – это нелегальная, потому что от нее страдают люди, это обман людей. And then the next thing that I want you to say is, and do you know why it's illegal? The reason that it's illegal, Mukesh, is because people get hurt. People get hurt in a pyramid. То есть вы понимаете, да, почему пирамида – нелегальная компания, потому что люди страдают, а люди обмануты. And then I want you to say the following. In cruises is a legal business. In cruises is a legal business. In Ukraine, in cruises has no legal problems any place in the whole world. We have no legal problems any place in the whole world. We have a lawyer, we have a law firm here in Kiev, Ukraine, that represents your business, that ensures that our business is legal. We have a legal business. We've been legal in this country for the last 3 years. И я хотела бы также вам сказать, что наша компания легальная. Почему? Потому что мы ни в одной стране, включая Украину, не имеем проблем с законом. I'd simply like you to say that listen, our relationship, it's too important. I would never do anything to hurt you, to hurt us, to hurt our relationship. Our relationship is too important. Life's too short. I would never get involved within a legal business and a legal company, nor would I try and get you involved in an illegal business or a legal company. This is what I want you to say to people. Our relationship is too important. It means too much to me. И, конечно, вы можете ответить, послушай, это точно так, как в отношениях. Когда есть хорошие отношения, то они хорошие тогда, когда люди не обманывают друг друга. Это очень важное отношение между двумя людьми. But I'd like to give you some more to say. Now I want you to think about it. An illegal business, a pyramid, what it does is it tries to bring people in and to pay people for bringing people in. To bring people in and pay them for bringing people in. To pay people for bringing people in, and there's no product. There's no what? There's no value. You're getting paid to bring people in, and there's no what? There's no value. That's where people get hurt in a pyramid. You bring people in to get paid, and there's no value. И, конечно же, как вы знаете, что в пирамиде что? Во-первых, нет продукта, во-вторых, деньги от людей берут. И что делают? Платят тем, когда приводишь опять людей, вам выплачивают. Да? И продукта нет.
Вот это называется тоже пирамида. Запишите вот эти ваши моменты. So now I'd like to ask you a question. If you sign up one partner that comes in and pays $195 to be a partner, if you bring in 5 partners that come in at $195, if you sign up 50 partners that pay $195, if you sign up 500 partners that pay $195, how much money do you make? Давайте теперь посчитаем. Если заходит к вам партнер 190 на $195, а что вы получаете с этого? Если заходит к вам 5 партнеров на $195, сколько вы получаете? Если заходит 50 или 5000, сколько вы будете получать? You get paid zero. You make no money for bringing in a partner that brings in a partner that brings in just a partner. All money, all compensation is on membership because that's where the value is. The value is in the membership. И самое главное, что когда вы в нашу компанию вносится ценность, когда вы приводите члена клуба, да, за который вы получаете деньги. Членство есть наша ценность в клубе. У нас же называется, да, на основе членства нашего клуба. But Michael, what if I bring in 1,000 partners that pay $195? What if I bring in 5,000 partners that pay $195? How much money do I make? Майкл спрашивает: Майкл, если я приведу 1000 партнеров на $195 или 5000 партнеров на $195, что произойдет? Zero. We pay nothing to bring in partners when there's no exchange of value. That's an illegal business. Your business pays you zero. You are a legal business. То есть компания вам не платит ничего, потому что для того, чтобы компания платила, нужно обмен ценностей, понимаете? Вот это и есть наша легальность бизнеса, что когда вы приводите партнера на $195, вам за это не платят. How many people have been on a cruise with the cruises? Show of Сколько hands. человек были в круизах с Cruises? How many have been on a cruise? Okay, look around the room. Keep your hands up. Keep your hands up. Поднимите руку, посмотрите вокруг зала. Look around the room. Okay, Посмотрите вокруг. this is the value. Вот это наша ценность, ребята. This is the value. Это ценность. If in cruises had received all this money in and there was no exchange of value and nobody had ever been on a cruise, I would be a criminal. I would go to jail. Вот смотрите, если были Cruises, мы только брали деньги, компания брала деньги, и вы не ездили в круиз, Майкл говорит, я бы уже был в тюрьме. Я бы уже был под криминалом. So that's a pyramid. Вот это есть пирамида, понимаете, да, ценность не отдается. And so when somebody says, oh, in cruises, that's a pyramid, I simply want you to say, you know that a pyramid is illegal, right? But most people don't know this. But then you say, do you know why it's illegal? It's illegal because people get hurt. People lose their money. They take their money. And we are a legal business. Our business is represented by one of the top law firms here in Ukraine. Very trusted lawyer. I met with her. She's super sharp. Very sharp attorney. That represents me, that represents your business here in Ukraine, very sharp, and we are a legal business. I would never run a business that was illegal. My reputation is too strong. My character is too strong. You understand this, right? Если вам кто-нибудь скажет, что Cruises это нелегальный бизнес, то вы теперь знаете, что ответить. И еще хотел бы вам сказать, что у нас очень хорошие отношения с украинским юристом, очень большой профессионал, который защищает ваш бизнес в Украине. И
Я хотела бы вам еще одну вещь сказать, что у меня очень сильная репутация для того, чтобы я не потеряла. So if somebody gives you an objection, usually what I say just to ignore it, right? Just ignore it, like, come on. Pyramid, come on. И если вам кто-нибудь скажет, что это пирамида, вы игнорируете и скажите, ну, что ты говоришь? So what I suggest is that if they give you an objection, then what I'd like you to do is figure out and say, is that the only objection that you have? So I use the word to isolate it. You have to acknowledge it. And so you're saying that your concern is that we're a pyramid. You acknowledge it. Just say it. And then after you acknowledge it, I want you to try and isolate it. So is that the only objection? Is that the only concern that you have? Is that you think that we're a pyramid? So acknowledge it, but then try and isolate it. Is that the only objection that you have? Если вы имеете это, только вот это возражение, которое мы только что с вами сказали, просто его хранить. Потому что вы знаете, что наш... And so then once you acknowledge it, then I want you to simply say, so listen, if I can help you to understand why we're not a pyramid, would that be valuable for you to know more? In other words, you're trying to figure out what are all the concerns, what are all the fears, what are all the anxieties that they have inside their head. You have to ask them. Конечно же, вы можете спросить после этого, скажи, пожалуйста, если я тебе объясню, почему наш бизнес не пирамида, то это страх твой пропадет? Что произойдет из этого, когда я тебе это скажу? Я это увижу. So you just simply have to ask, what else would be important? Again, is there anything else that's holding you back? And just try and isolate that. That's all. Just try and figure that out. Это твой выбор, и вы выбираете, что сказать в этом случае. Okay. So has anybody ever said this objection to you? Has anybody said, okay, this is a good presentation, but guess what? I need to think about it, or I need to talk to my husband, or I need to talk to my wife. Yes? Очень часто, да, когда вы общаетесь с кем-то, вам говорят, слушай, я подумаю, ну еще поговорю вечером со своей женой, со своим мужем, да, есть такие, вот часто бывает. Do people say this? Вам говорят такое люди? Yeah, right. And so what I suggest that they say, Vila, is, would you be okay if I talk to your husband? Would you be okay if I talk to your wife? And they're either going to say yes or no. Most of the time, they'll say, that's okay. I'd rather you talk to them than have them talk to them. If they talk to them, you may never talk to them again, right? I want you to ask, are you okay if I talk to your husband? Is it okay if I talk to your wife? You have to ask this question. И когда, конечно, вы скажете, когда вам скажут такие слова, ну, что я потом поговорю вечером со своим мужем, то вы должны обязательно сказать, слушай, а если я поговорю с твоей женой, с твоим мужем? Потому что вы понимаете прекрасно, да, что если он придет поговорить со своей женой, то уже он может больше не вернуться. Поэтому вы скажите, слушай, так давай я поговорю с твоей женой, или давай я поговорю с твоим мужем. I have a mindset. My mindset is that I can't possess something. This is important, Mila. This is my mindset. That I can't possess something that I've never had. So if I don't have it, I have to ask for it. So if somebody says to you, is it okay? Somebody says, I need to talk to my husband or wife. You say, great. Call me back. Do you think they're going to call you back? Of course they're not going to call you back. That's just an easy objection to get away. That's why you have to say, okay, fantastic. How about if I call them? Because if you don't possess it, then if you don't possess it, you'll never own it. And so if they walk away, you'll never come back. They'll never come back to you.
Смотрите, вам нужно занять правильную позицию, потому что если вам человек скажет, окей, я поговорю, и она тебе или он тебе перезвонит, то вы же знаете, да, что человек уходит и все. Нужно, когда человек скажет, окей, да, ты можешь поговорить, скажи, окей, дай мне его или ее телефон, и я перезвоню. То есть вы должны занимать позицию активности. This is the next objection that people say. Well, Michael, Mila, Max, Roman, I looked in the website, and the prices are the same. Come on. You told me the price is better than anybody else. Why is it the same? You're not telling me the truth. What's going on? Очень часто еще говорят, слушай, Майкл, очень часто говорят, когда вы говорите, что наши цены самые эксклюзивные, говорят, ты что, я уже посмотрел на сайтах, и у нас цены одинаковые, что же ты нам говорил, что цены у вас лучше? This is where you have to say, you have to go. Okay, I'll do the same. Okay, Делегация Германии нас покидает. Thank you very much that you come to us. So you just simply say that yes, our prices are the same. The prices that we have in the back office are the same as the cruise lines. My agreement with the cruise line executives is that I show the same prices. But our prices, once you use your cruise dollars, it's the what? It's the cost. It's what comes out of your pocket that's not available. The price is going to be the same, but when you use the cruise dollars to make the booking, to reduce the price, or to pay for it in full, that's not available. This is important, okay? И очень важный вопрос, чтобы вы понимали, как ответить на этот вопрос. Это то, что вы должны ответить, да, конечно. У нас есть соглашение с круизными линиями, что мы не можем показывать другие цены. То есть у нас с круизными линиями договора со всеми круизными линиями, что у нас цены одинаковые. Но, вы говорите, но когда, у нас же круизные доллары, да? Но когда вы реально будете бронировать круиз, вот тогда вы увидите, какие у нас цены, таких, каких нигде нет. So I've talked about this many times. Price versus cost. Price versus cost. Price is the same. Cost out of your wallet, out of your bank, out of your credit card is unmatched, is unavailable. And again, what's the value? The value is time, convenience. We make it easy to save for a cruise. And when you use your cruise dollars, what you have, nobody has. It's fantastic. It's unmatched, unavailable. Yeah. И еще раз давайте повторим. То есть вы понимаете, что цены одинаковые на всех круизных сайтах, круизных линий. У нас цены, паритет цен – это договоренности с круизными линиями компании Cruises. Но когда вы бронируете круиз, то стоимость вашего круиза Cruises такая цена, которой нету нигде, и вам очень повезло, потому что вы эту возможность используете. So now I ask you, we've been together for a few days. Can you describe the difference between price and cost? Do you have this ability? Do you know it? Intellectually and emotionally, do you know the difference between price and cost? Я с вами уже нахожусь несколько дней. Я хотела бы, чтобы эмоционально и психологически вы понимаете разницу между ценами и стоимостью. Yes? Okay, fantastic. I've done my job. Okay, beautiful. Я сделала свою работу.
say it over and over again. The value is for you to go on vacation. When you go on vacation and you use your cruise dollars, the value is unmatched. It's unavailable. And so that's the exchange of value. Remember, a business must solve a problem. A business must add value to the customer. То есть вы теперь понимаете, что ценность мы приобретаем тогда, когда мы оплачиваем круиз. Вот это приобретается ценность. То есть мы получаем такую стоимость, которой нету нигде. И вы же помните, да, что в нормальном бизнесе, в легальном бизнесе должна быть ценность. Вот в этом и есть наша ценность. So this is an important objection. So with a regular cruise line, I can make a deposit. I can put maybe $1 down or $2. I can make a deposit and then I can pay for the cruise 60, 90 days before I go. Why, within cruises, do I have to pay for it in full? Come on. The regular cruise line allows me to just put a deposit down. And then I can pay for it 60, 90 days in advance. Do you ever hear this objection? Does it come up sometimes? Okay. Вы знаете, что когда вы заказываете, когда вы берете тур в туристическом агентстве, то вы знаете, что вы должны обязательно выкупить этот тур, да, за несколько месяцев вперед. У нас договоренность такая, что мы постепенно накапливаем деньги, то есть у нас депозитные деньги идут, каждый месяц мы накапливаем эти деньги. So the way to answer this objection, платим только тогда, когда бронируем круиз. The way to respond to that is the following. Again, I just want to give you something to think about. The mission. What's the mission of the company? Какая миссия компании? What's the mission? The mission of the company is to make vacations affordable. That's the mission. So the mission of the company is to make vacations affordable and profitable. Affordable to customers, profitable to partners. That's the mission. You must know this mission. When people ask you, what's the mission? What's the mission of cruises? I want you to be able to answer this. И когда вас спрашивают, какая миссия Incruises, то вы, конечно, должны понимать, да, и вы знаете, молодцы, вы ответили, что у нас доступные мы делаем круизы и прибыльные для наших партнеров. So you want to know why I started this business? Do you want to know why I started this Вы хотите business? знать, почему я начал? It's because I understand money, I understand banking, I understand finance. In my country, United States of America, the average family, without paying for a flat, without paying for a home, is $38,000 in debt in my country. I wanted to do something about this. This makes me angry. This makes me frustrated that in my country, the average family, without paying for a flat, has $38,000, mostly in credit card debt. $38,000. И вы знаете, почему я начал Incruises? Потому что я понимаю в банковской системе, я понимаю в финансах, что делает меня экспертом. Нет, но слово злым я не хочу говорить. Чего я нервничаю, да, можно так сказать. Потому что я знаю, что даже в моей стране, даже в Америке, люди живут в кредит. И даже без ипотеки на каждого человека приходится $38 тысяч. So I wanted to do something about this. Я хотел что-то сделать, чтобы это изменить. So here's what I did. I also, you know what else made me angry? I found out through research that the average American, the average United States citizen was willing to take on debt, to take on a loan
from the bank to take their family on vacation. They were willing to take on debt, to go into debt, to go on vacation so that they could relax. I wanted to do something about this. This made me angry. Знаете, почему я еще был взволнован и в таком был состоянии? Потому что Land West показала, что американцы готовы взять в долг более $1000 для того, чтобы отправиться в отпуск. Это тоже меня расстраивало, и это еще одна из причин, почему я создал компанию. Maybe this is not just my country, maybe this is your country. Maybe, maybe not. I don't know. Может быть, это не только в моей стране, но и в вашей стране. And so for me, the average family couldn't afford to go on a vacation. The average family couldn't afford to go on a vacation. Thank goodness, the younger generation that's coming up is not willing to go into debt to go on vacations. Thank goodness for the younger generation. The older generation is willing to take on the debt. Thank goodness the younger people, the younger generation says, I'm not going to go into debt. Конечно же, меня это все расстраивало, и я хочу сказать о новой генерации людей, да, которая подрастает. Я хотела бы сказать, что новая генерация, она другая. Они уже не хотят брать в долг, они хотят уже рассчитывать на свои деньги. So again, the mission is to make vacations affordable and profitable. That's the mission. Affordable and profitable. That's the mission. You have to know this. You have to memorize this. That's the mission. И опять давайте все-таки еще раз повторим миссию нашей компании. Мы делаем круизные путешествия доступными для членов клуба и для партнеров. Help families go on vacation and to be able to afford it. To help families to go on vacation so that when they get back from vacation, they're not all stressed out. They don't have all this anxiety. I mean, imagine this. You go on a vacation and you go to Europe and you go to the amazing beaches and you have good meals and then you come home and then you get the credit card statement and the first reaction is, oh my goodness, how am I going to pay for this? I can't pay for this. So what do? You wait, you make payments. And oftentimes you make late payments and the bank charges you more. You get penalized over time in interest and fees. So you're spending more money to the bank than you spent on the vacation. I didn't like this. This made me angry. Конечно, третье – это то, что люди получают, когда берут кредиты, ездят в путешествия, потом они возвращаются и получают огромнейший стресс, потому что им нужно, вернуть эти деньги и еще заплатить банку проценты, и еще заплатить штрафы. И получается, что они взяли одну сумму, а после всех этих оплат сумма возрастает возрастает в 2 раза. Поэтому это еще одна из причин, почему я создала компанию Cruises, потому что я не хотела, чтобы у людей был этот стресс. So think about it. Yeah, think about it. Right? Поэтому подумайте об этом тоже. Think about it. Stress is a killer. Stress kills. Стресс убивает человека. Stress produces what's called cortisol. Cortisol is a poison inside your body. And stress shows up and it gets inside your veins. You can't breathe. You can't, your blood does not circulate. It's a killer. Stress will kill you. It's one of the #1 killers in the whole world. Stress is a killer. Стресс – это убийца. Когда вы получаете стресс, сковывает ваше тело, вы не можете дышать, прекращается циркуляция вашей крови, и стресс во всем мире – это убийца. And so for me,
The reason I'm here is to help people to live a good life, to go on vacation, and to know that you paid for that vacation and that the vacation was paid for. Now you have to spend some money to get to the port. Yes, you have to fly, maybe to Europe, maybe you have to go to America, maybe you have to go up to a different country. You have to get your stuff to the port. That's going to cost you some money. But the vacation itself should be paid for. And so that when you get home, you don't have stress. Now, if you go on that vacation and you book lots of excursions and you have a big bar bill and you were drinking maybe too much, then you're going to have stress. Right? И, конечно же, я не говорю о том, что вы вообще не тратите никаких денег, когда вы едете в круиз, да, потому что вам нужно добраться, особенно если у вас круиз с другой страны, то вам нужно туда перелететь, и там сядете на борту экскурсии, например. Но, конечно же, если вы возьмете много экскурсий, много развлечений, там где-то, что не входит в круиз, то, конечно, вы вернетесь, и у вас будет стресс, потому что вы потратите много денег. Но это совершенно будет уже другой стресс. And so what I want for people in Ukraine and Russia and Moldova and Italy and Bulgaria is to go on vacation and come back and relax and know that it's paid for. And then also know that you have money left over for the next vacation and the next vacation and the next vacation. This is freedom. Freedom is my religion. Freedom is your religion. Свобода – это моя религия, свобода – это ваша религия. И что самое главное, это вы при круизе вы приезжаете из шикарного отдыха. И вы смотрите, что у вас еще есть день на следующий. Вот в этом ценность. Here's another objection that sometimes people say, Michael, with a land vacation, if I book a flight or if I book a hotel, I can book it last minute. I can book the flight or hotel last minute. Within cruises, I have to book it 60 days or 90 days out. Do people ever say this? Yeah. Очень часто тоже спрашивают, Майкл, ну это мы же работаем с вами с возражениями, да? Майкл, вот смотри, когда я заказываю отдых на земле, то я могу в последнюю минуту заказать и перелет, и отель, а в Сен-Крузес я должен заказывать круиз за 60 или 90 дней. So let me tell you how you answer this objection. The way that you would answer this question is that when you go on vacation, when you go on a cruise vacation, the average family plans. They make a plan well in advance. They typically plan 12 to 18 months. The cruise lines are selling cruises in 2020, 2021, 2022. People are making these plans now for the next 12, 18, 24, 36 months. This is not Michael's information. This is industry information. At least 12 to 18 months out is when the average cruiser makes the reservation. 12 to 18 months out. Вот смотрите, в среднем по миру, это уже статистически идет, да, что люди не планируют все в последнюю минуту. Среднестатистический человек в мире планирует отдых заранее. Если вы купите в последнюю минуту билет на самолет, вы знаете, сколько он будет стоить, правда? Поэтому посмотрите на сайт круизных линий. Какого года у них сейчас уже есть круизы? 2020, 2021, 2022, правда? Весь мир планирует заранее. Поэтому и вы должны планировать свой отдых заранее. At an average, at a minimum, you book the cruise 4 months out. Why? Because depending on where you go, you probably need to get a visa. And so you have to make this plan in advance. And so if you try and get a visa last minute, you probably will not get this visa last minute. So you have to make the plan. At least I recommend at least 4 months out. Right? I have a visa tomorrow for Turkey. I have a visa for Uzbekistan. I planned that visa many months out because I couldn't afford to make a commitment to our team that I was going to be there and not show up.
I work through an agency, and I also recommend this for you guys, to work with an agency to secure a visa. Don't try and do it on your own. This is my recommendation. Just pay a little bit of money. Mila, invest a little bit of money in an agency. Let them make the money. Have them organize it. No for you. nervous. What's that? No, and no nervous. Exactly. I don't organize my visa. I work through an agency, but I do it well in advance. Смотрите, почему еще нужно заранее планировать? Круиз пошел. Потому что вы должны визу получить. Понимаете? А виза не делается в последнюю минуту. Поэтому Майкл говорит, что вот когда он куда-то едет, он заранее переживает за свою визу, и поэтому он сейчас у него летит завтра в Турцию, через Турцию в Кыргызстан. Он имеет турецкую визу. Он летит в Узбекистан, он заранее подумал о визе в Узбекистан. Понимаете, поэтому и вы должны думать заранее о визе. И большая рекомендация. Когда вы сами идете делать визу, это хуже, чем вы обратитесь в агентство, которое уже знают посольство эти агентства, понимаете, у них уже такие отношения. То есть Майкл рекомендует, чтобы вы делали визу через агентство, которое уже специализируется на дальних посольствах. Тогда будет вам легче получить. So I want to show you this slide. This is an important slide. I'm going to come back to this. Давайте посмотрим этот слайд. So again, this is not Michael. This is not in cruises. This is from the Cruise Line Industry International Association, CLIA. This is CLIA research. This is not Michael. This is not in cruises. Okay? This is CLIA. So what it says, if you could just translate, is that the average family, more than 2 years, 10%. 12 to 18%, almost half. But majority do it at least 4 months out, and so that's what we recommend. If you book a last-minute airplane, will it be more expensive? Yes or no? Yes. Yes, it will. If you book a last-minute cruise, it may or may not be expensive. It actually may be cheaper, but you may not be able to get on that cruise, right? That's the downside. Давайте сейчас посмотрим вот этот слайд. Здесь показано, сколько средняя семья за сколько планирует свой отдых в круизе. Вот посмотрите, пожалуйста. Больше, чем за 2 года 10%. Больше, чем за 18 месяцев, больше, чем за 18 месяцев почти 40%. 7 месяцев. От 7 месяцев до 11 месяцев 10%. Вот посмотрите, как средняя семья по миру, это клиа информация, это не Майкла, это информация не круизных линий, это именно ассоциации круизных линий. То есть это собрана общая информация и выведено среднее число. But think about it, Mila, just have a think about it. You're typically going to what? Many countries. You go to bed at night, you wake up in a different port, a different country. You have to research what's going on. There's a lot of planning that has to go into it. You have to book your airplane reservation. You maybe want to make some reservations, an excursion. I suggest, this is my recommendation, book your excursion private. I don't recommend that you book the excursion with a ship. I suggest that you do research and book the excursion private. Why? You get a better price. But you have to do research, you have to figure it out, right? So it takes a plan, it takes some research. Смотрите, когда вы планируете заранее круиз, то вы должны понимать, что вы заранее можете запланировать ваш отлет. Вы заранее можете исследовать, что вы же едете в несколько стран, да? Вы посетите там 5 стран, например, вы должны исследовать, что в этой стране. Майкл очень рекомендует вам, чтобы вы делали сами, составляли себе экскурсию в этих городах, в которых вы будете путешествовать. Почему? Потому что цена ниже, чем вы купите экскурсию на лайнере. Okay, we in cruises, we have named, we have promoted Mila to be responsible for the territory of the Russian-speaking countries. Part of her responsibility
is we're building an academy, a leadership academy. So all these slides that I had today will be part of the academy. We want to help you with a foundation. We want to give you what? The knowledge. We want you to know what to say, how to say it. This is my commitment to you. This is my background. I helped build Tony Robbins' business, one of the largest leadership and training companies in the whole world. This is my baby, right? This is my love, leadership training. And so if you liked what we did in the global forum, just know that we're going to make all these slides, all of these courses to help you to get better, to get stronger in knowing what to say and how to say it. And again, this is the foundation. Right now, I'm just working on the foundation. И мы теперь на русскоязычном пространстве будем создавать Академию лидерства, да, с вами. И для того, чтобы мы ее создали, вот этих 10 тренингов, которые Майкл подготовил для вас, это уже как фундамент вот этой Академии. Это для того, чтобы вы строили свое лидерство, и для того, чтобы вы уже понимали и приобретали новые знания, которые вам будут потом помогать дальше вести ваши команды. То есть Академия лидерства. Yeah. So yeah, leaders. What's our job? What's our job? И это в этом заключается наша с вами работа. Our job is to make it simple. Наша работа делает проще все, да? Easy to do, easy not to do. Easy, просто делать и не просто делать. So your job as a leader is to make what we do simple, so that the partner, a new partner, says, I can do that. That's your job. If they don't believe that they can do it, they're not going to do it. If they don't believe it, they're not going to do it. That's your job. Your job is to help them help themselves. И в этом и состоит ваша работа как лидеров. Это помогать вам помогать вашим новым партнерам, чтобы ваш партнер дошел до такого результата и сказал, я могу это сделать. Понимаете? Это ваша задача как лидеров. Помочь вашим структурам, вашим партнерам, особенно новеньким партнерам, сказать, что я могу это сделать для того, чтобы это было легко. So now I'm going to take two questions. I'm going to take two questions Я хочу задать два вопроса. Of an objection that you've heard that you could not answer. What's an objection that somebody says to you that you could not answer? And let me see if I can answer. Скажите, пожалуйста, какие были возражения у вас встречались, на которые вы не получили ответ, и вы не можете ответить? So I want you to think about something that somebody has said to you that will add value if everybody knew the answer, right? Да, и мы сейчас сможем дать вам ответ на этот вопрос. I'm going to take two. Moschino, number one. Мы один мужчина и одна женщина. I've heard. Дело в том, что буквально сегодня я услышал от своего товарища вопрос в виде возражения, почему же тогда превращаются доллары в настоящие, которые человек уплачивает, в круизные, с подозрительностью о том, что, возможно, превращение в круизные доллары является неким вариантом ухода от налогообложения. Yeah. So the question is, why would the U.S. dollars would be converted into cruise dollars instead of some trades from taxes? I mean, to hide the money from the taxes. So everybody understands the question?
Yes. Yes. And so the difference is that all cruise bookings are done in the United States of America. All cruise bookings are done in the USA. All cruise bookings are done in US dollars. We take money in from all over the world. And so for us, it's just a currency issue. It's just a way to make it very simple. We take money in US dollars. We make bookings in US dollars. We make all commissions in US dollars. That's it. That's the answer. We're not trying to avoid anything. So can you please translate? Can you translate what I just said? We take money in US dollars. We pay to the cruise lines in US dollars. And we pay all commissions in cruise dollars. The only thing that's been done, remember, there's nothing illegal with avoiding taxes. What is illegal is to evade taxes. If I pay you, this is important, Ukraine, if I pay you and you do not register as an entrepreneur with your government and you don't pay taxes, you are not avoiding taxes, you are evading taxes, and that is illegal. You understand this, right? There's a difference. Avoid, evade. So there's nothing, absolutely nothing that we do to evade. So please. I want that translated. I would like that translated. That's important. Дело в том, что все платежи происходят в международной валюте, которая является твердой и стабильной, это американский доллар. Соответственно, все расчеты компании Cruises проводят в американских долларах. Основные расчеты с круизными компаниями также производятся в американском долларе. But my question was, I have like the second part of my question. Why would it be shown in your cabinet the US dollars in cruise dollars? Why would it be converted at all? Why wouldn't it be It's shown? cash. It's money. The cruise dollar is cash. Okay, It's the same. I understand. It's a credit. We just call it a travel credit. It's the same thing, Max. Okay. It's money. It's real money. It's money from То есть, my company. It's то есть real money. круизные доллары — это те же деньги, просто которыми вы можете рассчитываться в пределах своего круизного кабинета. Показать. Что повторить? It's cash. It's the same thing. We just call it a travel credit. То есть деньги, которые превращаются у нас в доллары круизные, это те же, грубо говоря, наличные, которые мы можем использовать в пределах компании Cruises, в пределах своего круизного кабинета. Исключительно, да, для оплаты круизов. Okay. Yep. One more question. Okay. So this comes from okay. Good question, Max. Такой вопрос. Его задают люди, которым мы проводим презентацию. Например, член клуба накапливает круизные доллары на протяжении года, либо полутора, либо 2 лет. Потом по каким-то причинам здоровья, либо по каким-то другим, он сам не может путешествовать вообще никогда. Почему он не может вернуть свои деньги обратно или хотя бы часть этих денег? Или хотя бы подарить свой личный кабинет здоровому родственнику, который может путешествовать. Или подарить свой кабинет здоровому родственнику, который может путешествовать. Two answers to the question. You guys understood the question. The two answers are that you can gift a membership. You can gift a membership, but you can't gift a cruise. You can certainly gift a membership. I pay for my children. I pay for my son Sean as a gift. So this you can do. You can gift a membership. I pay for it. I make the payment. Смотрите, вы можете накапливать на своего ребенка. Да, вот Майкл говорит, вчера день рождения было у Шона. То есть он оплачивает его круизный счет. Ну, кабинет на ребенке – это круизное членство, да, наше членство клуба. Вы регистрируете вашего ребенка, которому
Подождите, это о том, кому можно передать, пока что говорит Майкл. Да. Under 18 years, yes, we can. You can give to membership. Yeah, that's okay. Membership. But the important point is that the membership is individual. It's your membership. Why do we not want people to give to cruise? We don't want people to give to cruise because then you become what? A travel agent. Then there's nothing to prevent you then from going on eBay or going on the internet and selling the cruise. So that's why we don't want you to gift a cruise. You can gift a membership for your family, but we don't want you to gift a cruise. It's individual. It's an individual membership. But I want you to understand why. Yep. Окей, сейчас ответим на этот вопрос, потом дальше. То есть вы можете подарить, только накапливая своему ребенку, накапливая на круиз. Теперь, окей, if somebody... Подождите. But hold on, but you know the answer to this question. If somebody has a human condition, you know this answer. If people have a human condition, and they've been a member, but they have to go to the hospital, they're not allowed to go to the cruise, you can certainly replace somebody's account. A marketing director can do this how many times? Значит, How many смотрите. times can a marketing director do this? 3 times. Я же перевожу, смотрите. Yeah. Позвольте, я уточнение сделаю. То есть членство в клубе – это индивидуальное, да, это индивидуальный продукт. Он несет в себе ценность. Если мы оплатили свое членство, соответственно, что нас отличает от обычного туроператора, который просто накапливал деньги, купил тур, а потом его кому-то отдает? В этом заключался ваш вопрос? Вопрос заключался, если человек болен и не может ехать в круиз, и уже накапливает. Так вот, Майкл только что ответил на этот вопрос. Вы же слышали? Нет, так я же не успела перевести. Я поэтому рассказываю. Майкл говорит, один из вариантов есть то, что если вы становитесь маркетинг-директором, то вы этот кабинет можете переписать на здорового человека. Но это один из ответов, ребята. Окей. 3 раза можно маркетинг-директору. Here's what's important. Listen. Our membership is not for everybody. I told you this. Our membership is not for everybody. Our membership is not for everybody. If somebody is not responsible to be able to pay for the membership, respectfully, I don't want them to be a member. Why? Because I've made a promise to the cruise line that if I have 1,000 members, then I have 1,000 responsible members. If I make a promise to the cruise line that I have 1,000 responsible cruise members, but you're signing up people that aren't healthy, that people that are sick, that people are too old to go on a cruise vacation, then this enables me to break my promise. So this is what's important. And so out of a human condition, if you have 3 people over a lifetime, you can change it. If you're an international director and you have